Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале Моток Декор. Данное видео посвящено созданию идеального квадрата. Также вы узнаете, как делать бесшовное соединение, чтобы его было не видно ни с лица, ни с изнаночной стороны. Для создания я буду использовать трикотажную пряжу толщиной 7-9 мм, крючок номер 7, иголку с большим ушком и ножницы. Вы можете вязать свой квадрат из любого другого материала. Главное соблюдать схему. Ну что, пусть ваши квадраты будут самыми идеальными. Предлагаю приступать. Наше вязание мы будем с вами начинать с волшебного кольца, в которое потом провяжем согласно схемы идеального квадрата 8 столбиков без накида. Итак, как же мы делаем волшебное кольцо? Мы кладем ниточку кончика себе на пальцы, обвиваем их. Сверху получается у нас кончик. Рабочую нить мы придерживаем, ныряем крючочком под первую нить, хватаем вторую, вытаскиваем ее как бы наверх и заново хватаем рабочую нить, протаскиваем через эту петельку. Получается, это наш первый столбик, и необходимо дальше в это колечко провязать еще 7 столбиков без накида. Итак, как мы это делаем? Мы ныряем в колечко, хватаем рабочую нить, вытягиваем, придерживаем кольцо и кончик, мы его обвязываем в этот момент, хватаем заново рабочую нить и провязываем через 2 петельки на крючке. Это первый столбик. Также ныряем, хватаем рабочую нить, заново хватая рабочую нить, провязываем 2 петельки. Это второй столбик. Далее точно так же все. Третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, придерживайте кончик, и седьмой. Получается, всего у нас с вами их получилось 8, учитывая наш первый столбик. Итак, теперь мы затягиваем с вами наше вот это отверстие, которое получается, тянем за кончик, уменьшаем его. И теперь будем переходить к соединению нашего первого ряда. Для этого мы вытягиваем вот эту последнюю петельку побольше и крючком с изнаночной стороны залезаем под первую лежачую косичку, прям под видушки. Набрасываем эту большую петельку и утягиваем ее назад. Разворачиваем немножко поправляем все вязание. Теперь это все ныряет у нас в эту большую петельку. Убираем кончик сразу, он нам пока не нужен. И начинаем все подтягивать. Сначала мы уменьшаем с помощью рабочей нити эту петельку. И теперь подтягиваем нить до конца. Вот такое соединение у нас с вами получилось. Теперь получается, согласно схемы, у нас во втором ряду мы должны будем сформировать с вами углы. Для этого мы будем делать прибавки по 3 столбика в одну петельку. Далее будет один одиночный в одну петельку и опять формировать угол. Итак, получается, мы сделали с вами соединение. Теперь будем с вами сейчас нырять. Узор у нас будет галочки в раскол, поэтому будем нырять между ножками наших петелек. То есть с лицевой стороны вот идет петелька, она опускается, у нее 2 ножки. И также с этой стороны есть шляпки, и у них есть ножки. Между ножками будем нырять крючком. Итак, прям в следующую сразу петельку после соединения мы будем сейчас с вами провязывать, делать прибавку. То есть 3 петельки в одну. Ныряем крючком,
аккуратненько. Здесь у нас видно, что крючок между ножками под шляпкой, и также здесь между ножками. Хватаем рабочую нить, вытаскиваем, и заново, хватая рабочую нить, провязываем первый столбик. Теперь ныряем туда же, хватаем рабочую нить, вытягиваем, и заново рабочей нитью провязываем 2 петли на крючке, и ныряем еще раз туда же, образовывая нашу третью петельку. Далее переходим к следующей, провязываем 1 столбик, также в раскол ножек, хватаем рабочую нить и провязываем 1. Далее в следующий опять провязываем с вами 3, то есть ныряем и провязываем, хватаем рабочую нить, заново рабочей нитью провязываем 1, опять ныряем, вытягиваем, хватаем рабочую нить и провязываем 2, и туда же ныряем, хватаем рабочую нить и провязываем 3. Далее опять у нас 1 столбик, ныряем опять в раскол, и провязываем 1 столбик. Далее опять у нас 3 в 1, провязываем 1, туда же 2 и туда же 3. Провязали. Теперь переходим, опять провязываем 1, ныряем с вами, старайтесь, главное, не промахиваться, а именно в раскол наших ножек. 1, и теперь опять провязываем 3. Здесь у нас получается с вами место соединения, где у нас выходит петелька. Здесь у нас опять вот не 2 ножки, их видно, а с этой стороны у нас вот она шляпка, одна ножка у нас вот, а вторая ножка ушла на соединение. То есть крючочек у нас должен будет вылезти вот в этом месте. Итак, ныряем, смотрим, ножка, ножка, и вот она шляпка. Провязываем сюда также 3 столбика, 2 и 3. И теперь у нас остается последний с вами столбик. Будем его вязать в нашу первую петельку, которая у нас держала все колечко. У нас с этой стороны будет видно только одну ножку, а с изнанки будет видно вот она шляпка, то есть вот под петелькой соединения у нас есть шляпка и 2 ножки. То есть здесь мы, получается, ныряем между ножкой и ножкой предыдущего столбика аккуратненько, а с изнанки мы должны с вами вылезти под шляпкой и между ножками и провязать 1 столбик. Итак, вот мы связали с вами второй ряд. Можно немножко подтянуть наше колечко аккуратненько, только не оторвите ниточку. Мы ее потом в конце утянем посильнее, сейчас не будем на это тратить время. Итак, теперь мы, значит, делаем с вами также соединение, вытягиваем эту петельку побольше, с изнанки подлезаем под первую лежачую косичку, то есть вот сам столбик, и вот у него лежачая косичка. Ныряем, хватаем ниточку, утягиваем ее наизнанку, и все это у нас ныряет с вами в это кольцо. Опять подтягиваем рабочей нитью, уменьшаем петельку, и далее уже утягиваем всю рабочую нить до конца. Вот произошло наше соединение. Теперь получается, что мы с вами в каждом нашем углу, который сейчас мы провязали 3
петельки в каждую. Будем в эту центральную петельку провязывать по 3 столбика. Таким образом у нас будет формироваться с вами углы. Итак, вот мы сделали с вами соединение. И в следующую петельку мы будем с вами провязывать согласно схеме. Это у нас средняя петелька. Мы туда будем провязывать сразу прибавку. То есть мы начинаем ряд с 3 столбиков. То есть вот наши 1, 2, 3 петельки, формирующие угол. В эту центральную будем провязывать. Она как раз следующая после нашего соединения. Итак, провязываем опять также в раскол ножек 3 петельки в одну. 1, 2 и 3. 3 петельки. Далее, согласно нашей схемы, у нас получается, мы провязали с вами 3 петли. И дальше у нас будет 1, 2, 3 одиночных до следующей центральной петельки, в которой мы опять будем провязывать 3 столбика. Итак, провязываем сейчас с вами одиночный столбик, еще один одиночный столбик и еще один. То есть 3 столбика одиночных. Мы дошли с вами до этого угла. 1, 2, 3 наши петельки. Одну мы уже провязали, а в центральную провязываем 3 петли в одну. То есть провязываем сюда одну, сюда же вторую и сюда же 3-ю петельку. Провязали. Дальше у нас опять идет 3 одиночных. 1, в следующую 2 и в следующую 3. Опять видим, что подошли к центральной в этом углу и провязываем туда 3 петельки. 1, 2 и 3. Итак, дальше у нас опять 3 одиночных. Провязываем 1. В следующую провязываем 2. И в следующую провязываем 3. Видим, что опять подошли к нашей средней петельке в углу. И провязываем сюда 3. 1, 2 и 3. Таким образом у нас формируются с вами углы. Сейчас мы довяжем с вами последние 3 петельки одиночные. 1, 2 и 3. Провязали. Так мы закончили с вами 3-й ряд. Вот уже видно, что начинает формироваться наш квадрат. Итак, теперь мы опять делаем с вами соединение. Вытягиваем посильнее эту петельку. Залезаем под первую лежачую косичку. Набрасываем петлю и утягиваем ее наизнанку. Все это ныряет в наше колечко, нашу петельку, и утягиваем сначала эту петлю и далее саму ниточку до самого конца. Вот произошло наше соединение. Вот такой квадратик у нас уже получается. Теперь переходим к следующему ряду. Здесь также мы будем вязать в среднюю. И у нас теперь между углами, получается, будет по 1, 2, 3, 4, 5 петель. Итак, вот наше получается соединение, да?
получается, опять мы в следующую петельку после соединения будем нырять сейчас крючком. И опять это получается наша средняя петля. То есть мы опять ряд начинаем с прибавки. То есть провязываем сюда 3 петельки. Одну, вторую и третью петельку. Далее мы провязываем с вами, получается, 5 петель и доходим до этого угла. Одиночный получается 1, второй, третий, четвертый и пятый. Провязали, дошли опять до угла, до средней петельки, и в нее мы провязываем 3 петельки. Одна, вторая и сюда же третья петля. Вот формируется наш еще один угол. Далее, получается, опять мы провязываем 5 петелек. 1, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Дошли опять до серединки и провязываем 3 петли в одну галочку. Раз, два и 3. Старайтесь сразу подтягивать и поправлять эти места, где у нас формируется угол, чтобы он был более очевидным. Итак, далее опять вяжем 5 столбиков одиночных до следующего угла. Поправляйте сразу наше вязание. Итак, мы подошли опять к углу и провязываем в среднюю петельку 3 столбика. 2 и 3. Сразу поправляйте, выпрямляйте уголочки. Итак, нам осталось провязать последних 5 столбиков в этом ряду. И будем делать сейчас с вами соединение. Итак, вот получается наш квадратик уже все более и более похож на квадрат. Делаем опять соединение, также вытягиваем петельку, ныряем с изнанки под лежачую косичку, утягиваем назад, все это ныряет в нашу петлю и подтягиваем, уменьшаем петельку и до конца утягиваем рабочую нить. Также в этом месте поправляйте сразу угол, чтобы он был сформирован. Итак, следующий ряд у нас получается с вами. Здесь также мы формируем угол, и между углами у нас получается с вами уже будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиночных петель. Итак, опять также мы видим, что вот наше соединение. Вот наша первая петелька, в которой мы будем провязывать, и эта петелька является нашей средней петлей, куда мы будем опять провязывать, получается, прибавку. Итак, ныряем в раскол галочек, раскол ножек, и провязываем сюда 3 петельки. 3. Далее провязываем с вами по одному столбику в каждую петлю
7 таких столбиков. 3, 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков. Итак, теперь мы подошли опять к углу, и сюда мы в угол, в среднюю петельку провязываем 3 галочки. Итак, 1, 2 и 3. Поправляем сразу угол, как бы немножко выворачивая его. Далее опять вяжем с вами 7 столбиков, делаем угол 3 петельки, далее опять 7, 3 в одну и 7. И здесь с вами встречаемся. Итак, мне осталось связать последний столбик. Я его провязываю и перехожу к соединению ряда. Также оттягиваю ниточку, петельку, залезаю крючком с изнанки под первую лежачую косичку и утягиваю ее назад. Все это ныряет у нас в эту петлю, и мы начинаем ее подтягивать с помощью рабочей нити. Уменьшаем ее и далее утягиваем до конца всю нашу петлю. Итак, вот что у нас получается. Как вы можете заметить, с лицевой стороны таким способом соединения рядов у нас не видно шва. Также его не видно и с изнаночной стороны таким способом. Получается, что по этой схеме далее можно связать квадрат любого нужного вам размера. Получается, что в следующем ряду мы также будем провязывать все аналогично предыдущим рядам, то есть среднюю петельку провязывать по прибавке. И у нас будет увеличиваться количество одиночных столбиков, то есть в следующем ряду у нас он будет уже 9, то есть увеличивается на 2, потом в следующем ряду уже будет уже 11, 13, и так до того момента, какой размер вам квадрата этого нужен. Это предлагаю уже связать самостоятельно на нужный вам размер. Опять же, сейчас мы с вами затянем наше отверстие. При том моменте, когда у вас будет уже готов нужный размер квадрата, конечно же, нужно будет его отпарить. В этот момент, когда вы будете отпаривать все полотно, старайтесь вот в этих местах, где у нас сформированы углы, придать им максимальные возможные прямые углы, чтобы полотно сразу приняло нужную форму. Итак, теперь предлагаю убрать кончик. Для этого нам понадобится с вами иголочка с большим ушком. Мы вставляем ниточку, аккуратненько подзатягиваем еще максимально, насколько возможно, наше отверстие. Старайтесь только не оторвать нашу ниточку. Получается, сейчас мы будем с вами нырять под галочки и потихонечку еще подзатягивать нашу дырочку. Мы нырнули под галочку первого ряда, далее ныряем под галочку второго ряда. Опять же, подтягиваем все, насколько возможно. Опять возвращаемся к галочке первого ряда. Подтягиваем еще по возможности. Далее опять возвращаемся к галочке второго ряда. Затягиваем. Опять возвращаемся к первому ряду. Прям ныряем под галочки. И далее опять ко второму.
Итак, мы идем, получается, до самого конца, то есть в самом начале, где у нас была ниточка выходила. Таким образом, у нас с вами утягивается одновременно и само отверстие, и в этот же момент у нас не образовываются лишние отверстия между первым и вторым рядом. То есть, если мы затягивали только бы по первому ряду, то, скорее бы всего, между первым и вторым рядом у нас бы начали появляться лишние отверстия. Итак, мы с вами идем, прячем кончик и подзатягиваем все наши отверстия. И лишний кончик потом можно просто отрезать. Он нам больше не пригодится. Поправляем все наше полотно. Поправляем именно по углам. Не забывайте, что при отпаривании обязательно поправляйте углы, чтобы сразу формировался правильный, нужный и аккуратный при этом квадрат. Дома самостоятельно вы сможете связать теперь квадрат любого размера, соблюдая данную схему. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте тогда ваши лайки. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем все постараюсь подсказать. А также не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые мои видеоуроки. Ссылки на некоторые из них я оставлю в описании к данному видео. Ну что, на этом все. Пока-пока.